1,5 года. Прошу. Бонжур. Так, где кликер? Оп, понятно. Значит, меня зовут Константин Жиданов, представляю здесь компанию Unicum. Значит, здесь мы хотим рассказать о нашем алгоритме, который используется для построения нашего блокчейна, да, потому что мы тоже делаем очередной блокчейн. Значит, первое, на что сразу хочу обратить внимание, сейчас презентация будет такая техническая, то есть мы на вопросы по экономике и по юридической составляющей я не отвечу, может быть, нам вот Михаил, наш генеральный директор, сможет что-то рассказать, да? Презентация посвящена только техническим вопросам, ну и мы едим слона по кусочкам, то есть я показываю, мы сейчас не рассматриваем вопросы, связанные со смарт-контрактами, с тем, как это все будет работать с каким-то техническим вопросом. Мы сейчас рассматриваем только сам протокол построения блокчейна. Значит, чтобы протокол является в большой степени, конечно, фольклорным таким, да, то есть придуман в нашей компании, но тем не менее он основан уже на существующих решениях, которые известны, либо уже доказали, в общем, свою эффективность какую-то. Значит, во-первых, я знаю, что здесь все знают, но в любом случае давайте различать алгоритм консенсуса и алгоритм формирования самого блокчейна. То есть консенсус — это если у меня есть две структуры данных на разных нодах, и они отличаются, то мне нужно каким-то образом понять, какая из них правильнее. Это алгоритм консенсуса. Какая структура данных при этом будет, это на самом деле не важно. Ну, то есть это важно, но это другая задача. Значит, тут тоже классика, да, все основывается на задаче византийских генералов, да, которая опубликована была в 1982 году Лесли Лампортом, да, и там доказывает о ее разрешимости и о количестве узлов, которые необходимы для ее решения. 2/3 плюс 1 от общего количества, да, то есть задача византийских генералов как раз и говорит, что у меня есть N участников, некоторые из них являются мошенниками, пытаются продвинуть свою неверную точку зрения, какую-то необщую, и остальным нужно прийти к консенсусу в условиях неопределенности, потому что узлы отдельно могут фальсифицировать данные при их передаче. Значит, ну и тоже, да, напоминаем, что в 2002 году был представлен алгоритм Proof of Work в статье Адама Бека «Хэш-кэш», как представлен был как защита от спама, и в 2008 году Сатоши Накамото представил биткоин. Коротенькая оппозиционная статья, в которой просто рассказывалось о том, как может быть сделана криптовалюта. По сути дела, состоит она из одной картиночки, и Накамото там говорит, что на самом деле POW используется только в качестве сервера, распределенного сервера времени. Ну и Накамото там еще, у него такое важное есть допущение, о котором все со временем забыли, да, это то, что один процессор — это один голос, хотя у него в статье это вообще сказано, что это то, к чему мы стремимся. Потом понятно, что все сломалось. С появлением асиков, ферм и прочего такого. Значит, про биткоин рассказывать смысла, наверное, нет. Да? Мы говорим, что у нас есть задача византийских генералов, на которой основан у нас биткоин. Значит, когда биткоин появился, у нас все было хорошо, но появились проблемы с масштабируемостью протокола. Значит, есть ряд наблюдений, которые ограничивают рост биткоина. Это то, что пропускная способность зависит от частоты блоков и их размера, интервал между блоками должен быть больше, чем время распространения блока по сети, иначе у меня будут появляться форки, неразрешимые в принципе. И, значит, чтобы мне увеличить пропускную способность протокола, мне нужно увеличивать размер блока, потому что время распространения блока по сети у меня тем больше, чем у меня больше сеть. Чем больше узлов, тем мне приходится увеличивать интервал между блоками, в общем, все, плохо. Ну и время подтверждения транзакций. Есть такая штука, как latency, которая зависит от, опять же, времени интервала между блоками. Ну и, значит, у нас тоже обращу внимание, что в данном случае у нас протокол консенсус, алгоритм консенсуса, алгоритму публикации блоков, они объединены в одну схему, да, то есть у нас транзакции находятся в самих блоках.
Значит, аргументы против увеличения блока, ну, взяты с Bitcoin Wiki, собственно, они сразу говорят, что бесконечно увеличивать блок не получится. Все они сводятся к тому, что пропускная сеть не резиновая на самом деле. Ну, если вкратце, то они сводятся к этому. Значит, в 2016 году появилась статья Bitcoin NG Scalable Blockchain Protocol, ну, которую сделал там, в том числе участник, там наш товарищ Эмин, да, из Корнельского университета. Он сказал, что давайте мы разделим POW, то есть алгоритм консенсуса, и алгоритм, собственно, формирования структуры данных, потому что это не одно и то же. Это две разные вещи. И он сказал, давайте мы, значит, у нас теперь структура блокчейна будет другой, у нас будет кей-блоки и микроблоки, но алгоритм консенсуса мы оставляем такой же. Это будет обычный Накамото консенсус. У кого длиннее, тот и прав. И у них вся их статья ну, сводится на самом деле к одной картинке. Да? Так, если кратко на одном слайде попробовать уместить. Они говорят, что у нас есть майнеры, они публикуют теперь не блоки, которые содержат транзакции, они генерят кей-блоки небольшого размерчика. А победитель, который смайнил очередной блок, он теперь получает право на генерацию, на публикацию микроблоков, которые уже содержат непосредственно транзакции. Таким образом, у меня микроблоки, они маленькие, там у них в статье указан размер, сколько там, 100 килобайт, 200 килобайт, небольшие, в общем. Ну и получается, что ситуация такая, кей-блок смайнился, быстренько победитель майнит микроблоки до тех пор, пока не появится следующий кей-блок. Причем все эти блоки выстроены, разумеется, точно так же в одну цепочку. Там появляются, разумеется, форки, связанные с тем, что у меня отсюда могут появиться несколько микроблоков, которые будут не закрыты следующим кей-блоком. Но это уже детали реализации. Основная идея в том, что у участников сохраняется мотивация выполнять эту работу, потому что есть некоторые соотношения, в соответствии с которым делится вознаграждение за транзакции, упакованные в микроблоки. 60% сумм комиссии дается участнику, закрывшему кей-блок, 40% предыдущему. Ну и получается, что у меня между микроблоками интервальчик небольшой, у меня таким образом latency уменьшается. Значит, они сами опубликовали у себя в статье несколько проблем, которые увидели. Ну, основные это, что не получается частичная децентрализация, которая может привести к denial of service. То есть время, пока один из майнеров является публикатором, они называют эпохой, и победитель вот этого соревнования может, ну, в общем, делать в этот момент все, что угодно. Например, он может отказаться публиковать блоки, и просто вся система прекратит работу, в принципе. Ну и там есть вероятность отказа по таким непредвиденным причинам. Ну, то есть я смайнил микроблок, но потом выключился почему-то. Ну и все. То есть сеть тоже легла в этом случае. Тем не менее, на Bitcoin NG сделан сейчас протокол Waves NG. Можно, ну, я ссылочки короткие выставил, можно посмотреть. И у них взята вот эта табличка с их сайта, они говорят, что вот у нас latency 1 минута между кей-блоками, 3 секунды между микроблоками. И у нас получается 100 транзакций в секунду сейчас по сравнению с биткоиновскими 3 транзакциями в секунду. Ну вот эта табличка, вот, за что взял, за то продаю. Сейчас не надо меня спрашивать, это вот с их сайта взято. И в 2014 году появилась статья Proof of Activity. Написана она была с коллективом авторов, один из них Алекс Мизрахи, ну, который сейчас является нашим адвайзером, в которой описан протокол, еще один протокол публикации блоков и формирования блокчейна, который, опять же, основан на консенсусе Накамото, но немножечко другая процедура публикации. Здесь он говорит, что теперь точно так же, как в Bitcoin NG, у меня майнер будет стараться сгенерировать, ну там называют не кей-блок, а заголовок блока.
этот заголовок рассылается по сети, а затем каждый узел, который получил этот микроблок, получает с помощью детерминированной функции список стейкхолдеров, которые имеют право публиковать микроблоки. Стейкхолдеры — это те, кто имеют определенное количество монеток в данный момент на счету. Соответственно, поскольку считается, что леджер у всех одинаковый, список стейкхолдеров у всех будет одинаковый, но они к консенсусу придут относительно этого списочка. Поэтому списочку функция f у меня детерминированная, зависит от каким-то образом от заголовка блока, и стейкхолдеры теперь могут публиковать подблоки с транзакциями. Ну и все, опубликованные подблоки распространяются по сети и валидируются в соответствии с этими правилами. Тоже у них там много вопросов возникает к этой статье по поводу того, каким образом будет останавливаться там публикация. Да, там, возможно, потому что кто-то сгенерит следующий успешный заголовок. Может, публикация будет останавливаться по каким-то другим причинам. Много вопросов, и на самом деле ни одного, к сожалению, сейчас, ни одной работающей системы, основанной на алгоритме, но я, по крайней мере, не видел. Может, потому что еще слишком молодая статья, 2014 год, хотя 4 года. На данный момент Алекс Мизрахи работает, основная его деятельность — это работа в компании Chromopolis. Они делают там свой этот блокчейн Chromaway, где вот эта вот идея применяется. Я надеюсь, что сейчас они там ICO прошли, деньги получили, соответственно, сейчас пилят этот протокол. Я надеюсь, мы его увидим, какую-то модификацию. Все-таки. Ну, в общем, мы, вдохновившись всеми этими схемами, которые строятся на самом деле одна на другой, базируются одна на другой, решили построить свою такую фольклорный алгоритм, который, в некотором роде решит проблемы, да, и будет являться усовершенствованием предыдущих, но он, во всяком случае, будет не хуже, доказано не хуже, и как-то доказывается, мы впоследствии посмотрим. Доказано не хуже существующих. Значит, тут есть две вещи, про которые нужно тоже сказать, это, на которых у нас все основано. Первое — это ID-based криптография. Значит, схема с Википедии взята. Первая статья датируется, если не ошибаюсь, 1984 годом, известным товарищем Ади Шамиром, о концепции ID-based криптографии. А первая статья, не могу не упомянуть это имя, да, в 2001 году Клиффорд Кокс опубликовал статью Identity-based схема шифрования, основана на квадратичных вычетах. В данном случае не успели отнять у него первенство, да, как в случае с Public Key Cryptography, да, потому что Клиффорд Кокс, свою статью про Public Key Cryptography выпустил на 2 года раньше, чем вышла статья РСА. Но про Кокса никто не знает, а про Ревеста, Шамира и Адельман знают все. Значит, схема ID-based криптографии заключается в том, что она немножечко перемешивает, изменяет стандартный порядок обычного протокола с открытыми ключами. То есть теперь, если Алиса хочет отправить Бобу зашифрованное сообщение, то она, основываясь на идентификаторе Боба, может получить открытый ключ Боба и отправить сообщение напрямую Бобу. То есть просто взять идентификатор Боба и отправить ему сообщение с помощью открытого ключа. А Боб, получив это сообщение, идет к ПКГ, private key генератор, сообщает свой айдишник, и ПКГ выдает ему секретный ключ, на основании которого это сообщение можно шифровать. Общая схема такая. Если мне нужно на ID-based сделать подпись, получается то же самое. Алиса идет к ПКГ, получает свой приватный ключ. Этим приватным ключом генерирует, на этом приватном ключе генерирует сообщение, получается подпись. А Боб, используя открытый ключ Алисы и не обращаясь ни к какому ПКГ, используя только айдишник Алисы, получает, удостоверяется в аутентичности сообщения. Значит, схема 1984 года, первая реализация, 2001 год.
Ну, тут именно схема подписи, схема шифрования, а не подписи. Значит, у IDBase схемы есть ряд недостатков. Значит, в первом варианте, который я описал, разумеется, ПКГ, поскольку владеет всей необходимой информацией, он сам может генерировать ключики секретные для любого ID. Второе, нет механизма отзыва ключей, ну, встроенного в саму схему. Третье, секретный канал требуется для отправки секретных ключей от ПКГ. И, наверное, самый важный недостаток — это то, что схемы подписи и шифрования отличаются принципиально. То есть схемы шифрования их много, а вот схем подписей не очень много. И они принципиально сложнее. То есть в отличие от RSA или Гамаля, где я могу одно и то же, по сути дела один и тот же алгоритм использовать с незначительными модификациями, здесь мне нужна совсем другая история. Ну, тем не менее, там часть этих недостатков можно избежать с помощью схемы разделения Шамира, тоже классика известная, да, основывается на интерполяционном полиноме Лагранжа, о том, что если у меня есть какой-то полином, я могу на нем взять несколько точек, и в принципе я могу если у меня степень полинома n, то соответственно по n точкам я могу установить по n плюс одной точке, я могу установить, соответственно, ну, получить любую другую точку на этом полиноме. Соответственно, идея схемы Шамира заключается в том, чтобы взять ключ мой и разбить его на так называемые проекции. Значит, и дальше есть несколько криптографических схем, например, схема Шоупа, которые позволяют мне подписывать сообщение M проекциями ключа, да, полученными в соответствии со схемой разделения Шамира. Ну и при этом у меня размер каждой частичной подписи и размер итоговой подписи будут одинаковыми, будут зависеть только от базового алгоритма шифрования. То есть схема Шоупа, она основана на RSA в оригинале, и, соответственно, все подписи у меня такие же, как в оригинальном RSA. То есть у меня просто несколько участников могут получить изначально вот эти отдельные тени или проекции ключа. На этих проекциях сгенерировать набор подписей, и как только у меня соберется k из n участников, да, где k — это у меня порядок моего полинома интерполяционного, у меня подпись может быть валидирована. Ну и, значит, теперь подбираемся к тому главному, к схеме нашего алгоритма. Да, то есть все, что я описывал до этого, это все известно. Да, ID-based известно, Шамир известно. И протокол биткоин, который на византийских генералах всем более известен. Единственный, там, может быть, концепция Proof of Activity такая свеженькая, еще нет рабочих утверждений. Значит, здесь мы говорим о том, что у нас схемка будет, но я ее утащил из Bitcoin NG, картиночку просто отрезал, как распределяются реворды. Идея заключается в том, что сама структура данных, она может быть такой же. То есть у меня есть кей-блок, между ними, два кей-блока, между ними цепочка микроблоков с транзакциями. Но теперь у меня эту цепочку будет генерировать уже не один участник, как в Bitcoin NG, солвер, который решил задачку и потом получает право на публикацию микроблоков. Здесь у меня работают три типа участников: солвер, холдер и паблишер. Соответственно, солвер генерирует кей-блоки. В принципе, ничего хитрого там нету. Единственное, что там мы предлагаем использовать криптонайт, чтобы защититься от асиков. Не знаю уж, насколько это реально. Да. Сейчас вроде как помогает, потом через 2 года непонятно, что будет. И для защиты от клауд-майнинга предлагаем использовать немножечко модифицированную по сравнению с биткоином схему генерации кей-блоков, когда секретный ключ будет участвовать в процедуре генерации очередного кей-блока. Ну, то есть при этом я вроде как уже не могу просто арендовать майнинг оборудование, потому что мне придется им передать свой ключ секретный. То есть я майнить должен у себя. Разумеется, это не защищает от того, что я сам куплю ферму и буду майнить у себя дома на своем оборудовании. Но, тем не менее, рынок клауд-майнинга по нашим
подсчетам является таким достаточно весомая доля рынка, да, среди майнеров, поэтому вот мы это стараемся отсечь. Второе, у нас есть холдер, да, это участник, который имеет необходимое количество монет. Значит, в схеме также участвует некий секретный ключ системы, который разделен между этими холдерами, изначальное количество которых фиксировано с помощью схемы Шамира. И группа холдеров у нас образует распределенный ПКГ как раз-таки. То есть мы с помощью разделения секретного ключа боремся с тем, что у нас не может быть такого, что ПКГ — это один узел, и он может выдавать ключи произвольно. У нас ключ разбит на несколько участников, и все эти участники с помощью протокола, да, определенного могут сгенерировать публичный ключ. Значит, что этот ПКГ будет генерировать, какие ключи. Как только у нас кей-блок сгенерировался, у нас получается на основании этого кей-блока появляется, ну, там, грубо говоря, хэш этого кей-блока является открытым ключом. И наш ПКГ к этому ID блока генерирует секретный ключ и выдает его лидеру, тому самому, по аналогии с Bitcoin NG, который теперь может раздавать дольки этого ключа публикаторам. Ну и публикаторы как раз-таки публикуют микроблоки. Значит, из особенностей можно сказать только то, что микроблок должен быть верифицирован и подписан несколькими участниками для того, чтобы он считался валидным. Ну и просто, когда у нас кейблок рассылается очередной посетитель к вещательным запросам, публикатор, ну только тут опечатка, не кейблок он, разумеется, подписывает, он подписывает свой микроблок, проекция ключа, полученная от холдера. Ну и микроблок считается валидным, только его подписали публикаторов. Ну, соответственно, цель протокола у нас была, это, во-первых, у нас, разумеется, как в любой блокчейн-системе, постфактум мы должны уметь проверить всю работу участника должна быть зарегистрирована для того, чтобы мы могли им выплатить реворды. Во-вторых, мы постарались разделить максимальные функции системы, то есть один майнит, другой публикует микроблоки, третий генерирует ключи для того, чтобы добиться вроде как масштабируемости. Во-вторых, захват системы вроде как становится, ну, усложняется, потому что если я захвачу просто POV, ну, солверов, мне они транзакции никакие, в общем-то, и не генерируют, они только кейблоки генерят. Там уже начинаются истории, да, связанные с тем, что мне нужно захватить еще и часть публикаторов для того, чтобы… А какую часть публикаторов мне нужно захватить, тоже непонятно, потому что они выбираются случайным образом в соответствии с детерминированной функцией. Да, то есть у меня есть некий алгоритм. Ну и на самом деле, для чего мы говорили про публикаторов, да, то есть схема алгоритма такова, что здесь есть мобильные пользователи, которые что-то майнят, вроде как. То есть они участвуют в процессе создания блокчейна, получают за это реварды. Но майнинг этот не является перебором каких-то хэшей, которые нам просаживают батарейку, и на мобильных телефонах майнер никакой запустить не могу. Здесь как раз речь идет о том, что публикаторы — это могут быть агенты интернета вещей, во-первых, это могут быть мобильные телефоны, что-то там еще, да, какие-то там носимые устройства. Но это уже, наверное, больше маркетинговая стратегия про привлечение мобильных пользователей, потому что у нас там бизнес-процессы основаны на том, что мы хотим иметь в своей системе максимальное количество мобильников для достижения других функций. Это уже за рамки этой презентации выходит. Речь здесь идет о том, что у нас мобильники майнить ничего не могут, в смысле хэши перебирать, потому что у них просто мощности не хватит. От того, что солвер будет подписывать микроблоки, но он, конечно, может это делать, но вроде как смысла ему нет, потому что у него есть возможность майнить по-настоящему, а за это реварды больше. Ну и, соответственно, чтобы стать этим холдером, нужно обладать изначально каким-то количеством монет, что тоже так быстро не делается. То есть система вроде как получается более стабильная. Соответственно, сейчас у нас алгоритм описан в нашем техпейпере на сайте.
описаны криптографические протоколы, которые лежат в его основе, ну, их перечень, требования к ним и, соответственно, реализация. Сейчас мы готовим статью для публикации. Значит, вопрос сразу, который вы сейчас будете задавать, а сколько нужно в процентах, сколько там нужно 51% или 52% захватить мобильников, чтобы ничего не сломалось. Пока не могу сказать. Это зависит от размера сети, зависит от многих факторов. Это зависит, например, от того порога К, от того количества мобильников, которые должны подписать один микроблок. Все это настраивается. Соответственно, поскольку алгоритм в некотором роде является фольклорным таким, да, мы придумали сами, мы сейчас ищем специалистов по криптографии, которые смогут провести его анализ, да, если есть, мы открыты к сотрудничеству. Цель нашего сегодняшнего выступления как раз-таки привлечь людей, чтобы они нам что-то подсказали. Значит, методы имитационного моделирования. Мы хотим провести сейчас анализ пропускной способности системы, когда у нас будет готова вся хореография. Потому что цель, в общем-то, этого протокола заключается в том, чтобы, ну, потому что все борются за ТПС. Соответственно, чтобы он был все-таки больше, чем у биткоина NG. Ну и, соответственно, в этом квартале, да, мы хотим реализовать его в нашем тестнете, чтобы у нас сейчас в тестнете было не два типа узлов, а там PO и POV, а все-таки 3 по-настоящему. Значит, над разработкой протокола вот участвуют, ну, в первую очередь, Безотиев Сергей Валентинович и Афанасьева Александра Валентиновна. Это сотрудники кафедры технологий защиты информации ГУАП. Соответственно, они открыты для вопросов, комментариев, предложений. Мы можем организовать какой-то семинар, в котором будут подробно криптографические примитивы описаны. Ну и, соответственно, следить за нашим техпейпером. Наверное, отвечать на все остальные вопросы могу, наверное, я сейчас и вообще. Все. Да, спасибо большое докладчику. Вопросы? Вижу уже руки. А вот вопрос такой, как вы все-таки будете привлекать мобильных пользователей? Ведь, ну, условно говоря, если… А почему вы у меня об этом спрашиваете? Ну, вы же хорошо, проект ладно, да, я понял. представляете. Нет, смотрите, это вопрос действительно в данном случае экономический. Может быть, ну, на самом деле лучше наш все-таки… Ну, неважно, я задам, Я понял, да. Не, ну смотрите, у нас есть система ревордов, то есть точно так же, понимаю, как мы привлекаем пользователей. Да, Они вы не выслушали мой вопрос. Предложение. Значит, то есть, грубо говоря, если он будет, мобильный пользователь, за месяц зарабатывать $1, ну, зачем ему это надо? А если он будет зарабатывать $100, то вся эта система рухнет, да, то есть, ну, смотрите. То есть, каким образом ему будет это интересно? Надо заставлять его как бы насильно там… Ну, смотрите, тут вопрос на самом деле общий для любого блокчейна, где есть процедура майнинга, да, то есть не во всех блокчейнах, конечно, майнят что-то, но… Как, зачем майнерам майнить? Ну, чтобы получить… Ну, если майнеры сейчас майнят и зарабатывают, те, кто действительно сосредотачивает какие-то ресурсы, и, ну, это стоит дорого, да, то есть, как бы, если майнер майнит на компьютере, ну, он ничего не зарабатывает, там, грубо говоря. Правильно, из-за асиков и из-за спекулянтов. А если майнеры начнут на компьютере сейчас зарабатывать хотя бы по $100 в месяц, ну, опять же, вся эта система рухнет, да, потому что нет таких денег. Я понял. Смотрите, во-первых, майнеры майнят не доллары, майнеры майнят монеты. А сколько уж долларов они заработают, это обеспечивается, ну, обменным курсом этой валюты. Я это уже говорю, это выходит серьезно за рамки этой презентации, потому что мы-то делаем все-таки систему, в которой токен будет обладать некоторой внутренней ценностью, то есть он будет обеспечивать функционирование там сервисов, которые мы предоставляем на основе этих пользователей. Почему мы хотим привлечь мобильники, там, это тоже сейчас много вопросов возникнет, да, мы там говорим о том, что мы, например, хотим сделать распределенное там data storage.
за которые люди расплачиваются монетками, и у нас обеспечивается за счет этого ликвидность. То есть майнеры это получают монетки. Как будет обеспечиваться ликвидность этих монеток, это уже сложный. Это вопрос, я надеюсь, что не спекулянтов все-таки, я надеюсь, что мы сделаем механизм, который, мы в это верим, да, мы сейчас работаем с кафедрой теории игр Высшей школы экономики, вот как раз сейчас представители здесь находятся в зале, если не ошибаюсь, которые нам как раз-таки подсказывают, как сделать так, чтобы все было построено не на спекуляциях все-таки, а на том, что на базе системы система предоставляет какие-то услуги, сеть, и за эти услуги расплата идет монетками. Но как это сделать? Нет, это мы на следующей презентации будем рассказывать. Это очень сложный вопрос. Показывает история, основной двигатель всех технологий – это порнография, азартные игры. Да, биткоин вырос за счет этого, Silk Road и все такое. Но с биткоином мы сейчас соревноваться не будем, потому что биткоин, понятно, что стал уже золотым стандартом, и с ним соревноваться бессмысленно в этом плане. Он медленный, но зато надежный, да. Как говорю, золотой стандарт. У нас сейчас цель не сделать не еще одну монетку, а на базе этой системы, да, потому что это тройной консенсус и система, которая на базе его строится, это только одна небольшая часть. Это уже тема дальнейших разговоров. Я серьезно сейчас не готов на эти вопросы отвечать. А за счет чего мы будем зарабатывать деньги? Я вот могу рассказать что-нибудь по этому поводу. Вы с нами за зайдете здесь вот в Паверти, нет? Вот. После окончания метапа зайдете же с нами? Куда? В ресторан. В ресторан. В ресторан? Да, не знаю. Я просто предлагаю сейчас, действительно, немного еще осталось вопросов, наверное, да, таких? И потом уже будем постепенно двигаться потом в ресторан. Хорошо. Смотрите, вопрос такой сугубо технический, мошеннический. Из презентации не очень понятно, собственно, на базе какой верхушки цепочки майнер будет майнить ключевые блоки. На базе последнего ключевого блока или на базе все-таки последнего микроблока? То же самое, что мы сейчас говорим, что мы будем делать то же самое, что в Bitcoin NG на базе последнего микроблока, и там тоже, разумеется, могут быть такие же форки. Вот здесь в чистую Bitcoin NG, собственно, меня интересует следующая схема. Например, я хочу сделать классический double spend. Я абсолютно легитимные транзакции, подписанные, соответственно, по всем правилам, завожу большую сумму денег на биржу. В этот момент я начинаю на базе последнего предыдущего киблока майнить свою приватную цепочку, в которой не будет никаких блоков с транзакцией. Там будут только киблоки, идущие один за одним. И в момент, когда биржа зачислит мне баланс, я просто покажу эту цепочку сети. Ее высота и суммарный POV будут выше. Она будет принята или нет? А если вы... нет, все-таки она не будет принята, да, тут вы, говорю, правильно говорите, потому что у нас все-таки, конечно, Накамото консенсус, но есть, оценивается не только цепочка из кей-блоков, а еще из микроблоков. Потому что мне придется еще наполнять какими-то транзакциями. А чтобы наполнить эту цепочку транзакциями, мне придется какого-то своего POS брать. А POS этот должен участвовать в общих выборах лидера этого POS. И, нет, в общем, не получится. То есть здесь появляется проблема в том, как сбалансировать, собственно, транзакции и сложность, возникающую из-за транзакций. И сложность, возникающую, собственно, на базе пола. Это немножко теплое с мягким. Да. Это действительно проблема, но я на самом деле, тут мы сейчас работаем именно над этим, как раз мы сейчас моделирование делаем, потому что это действительно проблема. У нас сейчас сейчас забегаю, может, вперед, в другую тему лезу, это сейчас с помощью нейронной сети проверяется регулировка этой сложности. И я проблему, на самом деле, неразрешимой все-таки не считаю. Но это тема для исследования. Здесь даже не сколько неразрешимость самой проблемы, сколько довольно щекотливая ситуация валютки в мире, где есть другие валюты на том же алгоритме или майнящиеся тем же железом. В момент, когда майнерам становится неинтересно, у вас моментально в современном мире уходит весь POV. Просто переключается на другую валюту. Это
правда, это есть такое. Ну да, поэтому у нас этот самый пересчет сложности сейчас у нас там в тестнете зафиксировано, да, там в предыдущей версии. Сейчас мы говорим там, с каким интервалом должна пересчитываться сложность. Это вопрос к этому сводится. Но вопросы double spend, они, говорю, я считаю, что они у нас лучше закрываются, чем в биткоине, потому что в битке я могу просто такие блоки намайнить, а здесь мне еще нужно помучиться немножечко. Вот вопрос в том, насколько мне нужно помучиться, насколько это вот... Так, нет, это то же самое, что в битке. Ничего нового, просто говорю, мне для того, чтобы сейчас в нашей системе сделать, нужно еще немножко помучиться. Ну, главное, как вы ответили, что это идея рассматривается. Нет, идея рассматривается, и на самом деле нет. Понятно, что я специально с этого начал, что у нас все-таки есть Накамото консенсус на самом деле. У кого длиннее, тот и прав. Да? Вот, поэтому... Еще вопрос есть? Нет, все хотят в ресторан. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Так, ну, в общем-то, наши доклады закончились, да. Те, кто желает дальше продолжить уже в неформальной обстановке, приглашаю с нами проследовать в ресторан Паберти, который здесь находится неподалеку на набережной. Спасибо большое.